Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня видео о продуктовых пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Если будут слышны стуки, это у нас в подъезде меняют лифт, поэтому уж прошу прощения, я на это никак повлиять не могу. Сроки до 30 апреля, так что вот как-то так. Ну и, соответственно, у них рабочий день, поэтому вполне естественно. Ну что ж, давайте приступим. У меня тут рядом пакет, буду сразу складывать все это в мусорку и понесу на помойку. Значит, первое, что хочу показать, это вот такой вот мед закончился, Абрика. Цветочный луговой, очень хороший мед. Я его покупала в магазине Верный. Стоит он, кстати, дешево. Ну, я сейчас не помню сколько, но недорого. Но он очень качественный и очень вкусный. Его могу посоветовать. Вот какой-нибудь дешевый мед типа марки «Каждый день» из Ашана я не советую. Хотя я к марке «Каждый день» отношусь хорошо, но мед отвратительный. Ну, правда, если что-то так уж для выпечки, может быть, и пойдет. А вот если поесть, могу советовать вот этот. Он недорогой, но действительно хороший, качественный. Беру я не первый раз. Поэтому рекомендую и цветочный, еще там какой-то есть, и весьма достойный вариант. Вообще, вот от этой марки Абрика я заметила, вся продукция, которую я пробовала, она хорошая. Так что рекомендую. Ну, вообще, наверное, конечно, можно поставить на стол, а то как-то пусто будет, не очень хорошо. Так, значит, сейчас покажу не очень такую приятную упаковку, но я ее сразу выброшу. Это я, как-то мне захотелось побаловаться, я взяла мороженое в вафельном стаканчике от марки «Каждый день». Сейчас я почитаю состав. Ну, сделано оно по ТУ. Стоит дешево, есть, конечно же, пальмовое масло в составе, но вы знаете, я мороженое ем крайне редко. И если я ем, я предпочитаю именно это. Я не могу есть более дорогое, более натуральное. Я ненавижу вот это вот запах, вкус молока. Хотя здесь мороженое, просто к нему вообще не придраться. Оно очень вкусное, просто, ну, я не знаю, может быть, за счет этой химозины оно становится более вкусное, и нет вот этого запаха скотного двора и так далее. Поэтому, если уж я иногда и покупаю себе мороженку, то именно такую. Вот, дальше. Буквально на днях покупала зефир от марки «Каждый день» с ароматом ванили. Мне его хватит надолго. Зефир хороший, вполне себе достойный. Бюджетная цена. Мне нравится. Я просто переложила в контейнер, ну и, соответственно, упаковку выбрасываю, потому что, ну, так хранить вот мне не нравится. А контейнеры у меня разные, красивые. Раньше брали чаще, сейчас я вот сама беру, ну, как бы так. Давно не брала, а сейчас решила, думаю, пусть будет, иногда можно побаловаться. То же самое пастила из Ашана, вот она также в такой подложке. Хорошая пастила, мне нравится, с удовольствием. То же самое переложила в контейнер, в пластиковый, так будет храниться лучше. Поэтому тоже могу, в общем-то, посоветовать. Далее выкидываю упаковку Кафеса из-под кофе. Это дрип кофе, вот в таких вот упаковочках. То есть здесь пакетик индивидуальный, из него достается вот такая штучка, ставится на чашку и заливается кипяток. В Фикс Прайс продается такой кофе с добавлением робусты, и там в упаковке, по-моему, 3 пакетика, здесь 5, это я покупала на сайте Tea.ru. Но дело в том, что вот как ни странно, я терпеть не могу робусту, но там, видимо, было небольшое соотношение робусты, может быть, и арабика какая-то другая, и мне понравилось. В данном случае, ну, как бы неплохо, но и не вау, хотя это уже стопроцентная арабика. Вот. Но арабика арабике тоже рознь.
И вот если сравнивать, там мне понравилось больше, но здесь 5 пакетиков я брала за 89 рублей, а один пакетик, по-моему, на прогулку взяла, а потом брала 3 пакетика в поездку в Питер. В общем, очень удобный вариант, потому что я в плане кофе привередливая. Ну и, например, в поезде это вообще мега вариант даже для такого качества, потому что это гораздо лучше, чем кофе, там, не знаю, 3 в одном, но это для меня, безусловно. Потому что можно в поезде попросить сварят в кофемашине, но это будет ловаться, тоже, собственно, Италия, и, скорее всего, там будет робуста. Ну или же 3 в одном вариант, ни то, ни другое меня не устраивает. Так что для поезда это вообще мега вариант, в целом могу посоветовать. Вот. А если вы кофе не притязательны, то я думаю, что вам вообще понравится. А следующее, это какао от, в общем, ашановский, ашан с птичкой какао натуральный, 100 грамм, 70 с чем-то рублей, ну, может быть, сейчас уже чуть-чуть подороже, было раньше 69. Короче, классный этот самый продукт, мне нравится, брала и буду брать. Первый раз взяла, потому что не было какао золотой ярлык, ну, а поскольку я поняла, что это даже круче, то вообще можно пить и без молока, и без сахара. Написано, что требует варки, но я не варю, и я знаю, что не только я так делаю. А следующее. Не так давно я попробовала сгущенку с сахаром от марки «Каждый день» 1%. Вот я недавно брала упаковку, собственно, она еще не открытая. Это я до этого брала, 270 грамм, раньше было 30 рублей, сейчас 37 рублей с копейками. Цена вопроса, но хорошее качество, мне нравится. Состав: сыворотка молочная, концентрированная, сахар, сахароза, молоко сухое обезжиренное, масло сливочное, сахар молочный пищевой, лактоза. В 100 граммах продукта 258 с небольшим, там с хвостиком калорий. Иногда можно будет, сейчас как раз масленица. Так, еще я тут брала набор к пиву форель холодного копчения. Понятно, упаковку выкинула, оставила только вот эту этикетку. 150 грамм. Ну, я, в принципе, я не знаю, просто вдруг захотелось и взяла. В целом могу посоветовать, довольно вкусно, качественно. Если вы любите там красное мясо, то чего бы нет. Я просто к рыбе отношусь сейчас, раньше вообще плохо относилась, сейчас довольно лояльно, но вообще в целом, что рыба, что мясо, я предпочитаю белое мясо, а лучше вообще обходиться без мяса. Также вот брала побаловаться, съела конфетку «Ананасовая долина». Если уж мне хочется каких-то конфеток, то я стараюсь брать такие. Ну, не знаю, вот мне нравится там и вафелька, и шоколадка, и такая вот кислинка. Извините, пожалуйста. Вот. Ну, короче говоря, классные конфеты. И также мне тут захотелось, мармеладок. И вот я брала Фрутландия манго. Когда-то давно их пробовала. Мне нравятся такие дольки. Очень симпатичные, ароматные, на вкус хорошие. Вот. Что не могу посоветовать, это вот такой гематоген детский. Покупала в Ашане или 11 или 12 рублей, но я брала даже в аптеке, не нравится. Все это гадость. Максимум, что могу посоветовать, это бегемотик Бонди. Продается в магазине Верный. Пакетик чая Гринфилд. Ну, в общем, Гринфилд нормальный чай, но там, знаете, тоже так. Я бы сказала, зависит от партии. То так, то сяк. Очередная упаковка цветной капусты от марки «Каждый день». Ну, здесь никаких претензий. По-моему, то ли 60 с чем-то, то ли 50 с чем-то рублей за 400 грамм. Вполне адекватная цена, хорошее качество. Беру не первый раз. Кто смотрит мои видео постоянно, знает, что я очень люблю творог обезжиренный от марки «Красная цена».
Я его беру не потому, что он вот просто дешевый, да, а потому что он качественный, он хороший, мне нравится, все дела. Но не так давно, ну, кстати, с ним бывают периодически перебои. А тут я как-то зашла в магазин Верный. Значит, раньше я... Тут вообще очень интересно. В общем, именно творог, да, я предпочитаю брать в пятерочке. Как-то я брала в Верном творог. Мне показался он более калорийный и менее вкусный. Я его брать перестала. И, кстати, ценник там был выше. Продолжила творог брать в пятерочке. Довольно долго брала там. А недавно зашла в Верный, увидела творог, тоже их внутренняя марка, но изменилась упаковка, собственно, почему меня это и привлекло. Тоже по ГОСТу, все как положено, обезжиренный, 180 грамм. И не так давно я еще вам рассказывала, что в пятерочке раньше калорийность творога была 70 калорий на 100 грамм, а тут как-то нежданчиком немножко изменился вкус, и калорийность уже 90 калорий. И при этом вкус он как бы стал в худшую сторону, но при этом по-прежнему оставался в целом вкусным творогом. И тут я смотрю, да, и цена вопроса 42 рубля. Тут я смотрю, новая упаковка. Я вспоминаю, что это более калорийный все равно творог, думаю, дай посмотрю. Оказывается, 77 калорий. Мне это уже понравилось. Дальше думаю, цена 35 рублей. Но это вообще огромная разница. Состав. Так, молоко пастеризованное, обезжиренное с использованием закваски. Молокосвертывающие фермента. Уплотнителя хлорида кальция. Вот здесь вот, кстати, я не уверена, есть такое в твороге из этой самой пятерочки или нет. Собственно говоря, у меня же вот следующая пустышка, это как раз творог красная цена, так что можно вполне себе сравнить. Нет, вы знаете, в пятерочке состав хороший. И такой маленький, молоко обезжиренное, закваска на чистых культурах молочно-кислых микроорганизмов. Вот. А здесь, как видите, состав подлиннее. И я, кстати, помню еще, почему я перестала, кстати, брать вот этот такой творог в Верном когда-то, в другой упаковке. У меня через какое-то время началась изжога, да, поэтому... Вот я сейчас так все это, конечно, сравнила. Наверное, я буду пусть подороже, пусть чуть-чуть покалорийней. Ну, вообще, я сейчас не так часто покупаю. Знаете, наверное, так. Я когда просто добавляю немножко творога в рацион, я буду брать вот этот, потому что я пачку, как правило, на 3 раза делю. И потом делаю какой-то перерыв и думаю, что это можно есть. А бывает, когда мне не хватает белка, я могу на прогулке купить пачку творога. И в этом случае я буду брать вот этот, потому что если съесть вот такой, да, скорее всего, будет изжога. Ну вот видите, хорошо, что у меня 2 упаковки, я их сравнила. Обе типа ГОСТовские, но вот здесь вот такой вот более хороший состав, а здесь вот есть вот этот вот... уплотнитель, хлорид кальция. Ну, в общем, я не знаю, насколько это критично и тому подобное. Но вот здесь 77 калорий, 35 рублей. Здесь 90 калорий, более короткий состав, более понятный состав, 90 калорий. В целом и то, и другое очень даже прилично. Точнее, этого, ну, как бы, я не знаю, мне и это нравится, и это нравится. Ладно, упаковку сразу вот это выбрасываю, чтобы не болталось. Так, дальше. Брала вот вафли. Они точно так же недавно брала, переложила в контейнер. Ну, нормальные вафли. Состав отстойный. Напобаловаться можно. Стоит дешево, 20 чем-то рублей.
И вот поскольку меня прям вот пробрало есть мармелад, пусть и в небольших количествах, взяла со вкусом малины. Также стоит как-то дешево, 300 грамм, вкусный. Что касается состава: сахар, патока, крахмальный агент пектин, лимонная кислота, влагоудерживающий агент лактат натрия, ароматизатор малина, краситель кармин. В принципе, никакого криминала я здесь не заметила. Вот. Так, теперь про кефир. Кефир от марки «Каждый день». Я одно время плотно подсела на кефир из Верного. Сначала их вот эта внутренняя марка. Там он просто был нежнейший и вкуснейший. Потом я брала Василькова. Он по-разному, то хороший, то плохой. Вот когда брали в Питере, мне не понравился. Потом я перешла на кефир от марки «Каждый день». И я брала в коробке. В коробке мне нравится больше, гораздо больше. И там, кстати, литр. Обычно он стоит 40 рублей, но иногда Ашан переклинивает, и они продают по 55. Ну, видимо, хотят потом его продать за бесценок, потому что народ не спешит покупать. Ну, дальше они его... будет подходить срок годности, продадут рублей за 29, а потом просто уже снизят в дальнейшем цену рублей до 40. Вот, в общем, пока кефир стоил 40 рублей, я его брала. Качество супер, и вообще могу посоветовать в любом случае. Тут меня как бы жаба задушила платить 55 рублей. Думаю, да с какого вообще этого самого. Взяла вот этот за 30 чем-то тоже. Тот же самый 1% кефир, только 900 грамм. Вы знаете, по вкусу чуть-чуть он хуже, чем тот. Но в целом довольно-таки приятный, пить можно. Калорийность 40 калорий, а тот, мне кажется, был чуть-чуть поменьше. Молоко нормализованное, закваска, приготовленная на кефирных грибках. Так что в целом можно брать и то, и другое, а там уже... кому что. Так, крупа гречневая, красная цена. Беру собаки. Ну, вообще, знаете, сейчас я и сама ем. Одно время эта крупа, ну, вот, знаете, вообще в пятерочке, которая максимально дешевая крупа, она раньше была суперского качества. И я знаю девочки, которые брали по моей рекомендации, тоже в целом были довольны. Потом качество изменилось, и я сама перестала есть, но давала собаке, потому что, ну, как бы собака у меня съедает 10-11 пачек в месяц. Вот, тут уже, знаете, как бы себе-то можно купить и за 100, и за 200 одну там пачку. Ну, я просто ем ежедневно, но мне как бы хватает одна, там, 1,5 пачки. Но 10-11, согласитесь, уже критично, приходится искать, что подешевле. Но собака у меня всеядная и любящая гречку, он у меня нос воротил довольно долго. Ну, после многочисленных жалоб что-то изменилось. Сейчас собака гречку ест с удовольствием. Снова она стала ароматная, хорошая, и я стала также брать себе. Просто дело в том, что как вообще я начала покупать еще эту гречку даже себе. Потому что как-то я взяла собаки, сварила, а себе я брала более дорогую, там то ли Мистраль, то ли еще что-то. И я вдруг поняла, что вот эта ароматная, а та вообще ничем не пахнет. И вот с тех пор стала ее брать. Но я говорю, партиями. То хорошее, то плохое. Поэтому тут на свой страх и риск. К слову, ценник тоже варьируется. До пандемии 39, потом стало 60 с чем-то, 7 с чем-то. Последнее время 90 с чем-то было, потом ценник до 72 опустили. Сейчас вот уже 2 дня прошло, смотрю, 92 рубля. Еще один товар, который от марки «Каждый день», но который я буду ругать, это вот ряженка 2,5%, 450 грамм. Но, знаете, я не буду ее ругать прям категорично, объясню почему. Дело в том, что мне кажется, что я ее как-то брала. Вообще вот этот Ашан Авиапарк, он в принципе хороший, поэтому я как-то не посмотрела на срок годности, но в принципе сейчас у нас 3 марта, я выпила еще, по-моему, вчера я пила
ряженку, то есть 2 марта получается срок годности до 3, произведено 23 февраля. Может быть, мне не понравилось качество, потому что она, пусть срок годности еще был нормальный, но не самая свежая. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что ряженка была достаточно жидкая, достаточно невкусная, вообще никакущая. Что-то даже было в ней неприятное. Я, конечно, выпить выпила, но в целом вот посоветовать бы не могла. Но мне кажется, что когда-то я уже брала такую ряженку и была качеством довольна. Поэтому, возможно, все-таки следует просто брать срок годности, вот смотреть, чтобы было прям свеженькое. Может быть, стоит поболтать и вот так вот, если слишком жидко, не брать. Вот честно не знаю. То есть вот если говорить вот о конкретно вот этой упаковке, то я не советую. Но раньше было вроде как все в порядке. Значит, опять же, все это зависит от партии. И, кстати, изготовитель Кривская, Калужская область. А в Калуге вот этот производитель довольно-таки хороший, поэтому действительно, возможно, зависит от срока. Так, а, кстати, и кефир тоже Калужская область. Так что, ну, как бы, скорее всего, да, срок годности. Так, и еще один продукт от этой же марки «Каждый день» – соевый соус. Ну, вообще, я раньше брала другой соус подороже и в маленьких бутылочках. Ну, как-то вот это избегала. Потом сравнила состав, поняла, что состав одинаковый. То есть, да, возможно, соевый соус за какие-то очень там, ну, более высокие стоимости он будет более с другим составом, но вот если говорить о масс-маркете, я смотрю, везде одинаковый состав. Поэтому я решила попробовать. Сначала взяла вот маленькую такую сашеточку, потом взяла бутылку. Кстати, сашетка, бутылки, это бывает так, что вот, например, с томатной пастой также, что состав отличается. Так что, но здесь состав вроде как одинаковый был. Короче, я взяла, и вот за 2 или 2,5 месяца у меня эта бутылка ушла в 1 литр. А здесь вода, соевые бобы, сахар, соль, пшеница, консервант, сорбат, калия. В общем-то, это весь состав. Нормальный соевый соус, ничего плохого сказать не могу. За большие деньги в меньшем количестве мне попался как-то соус и не очень. Так что это могу похвалить, взяла 2-ю бутылку. Но опять же, сами смотрите, вот эта бутылка стоит 88 рублей. Это не то чтобы соус вау, но он просто вот нормальный, приличный. Так, ну и на постоянной основе просто уже выкинула в помойку, не буду показывать. Молоко от марки «Каждый день», 1%. Я, в принципе, человек не молочный, но вот иногда, да, у меня бывает, что периодами, знаете, бывает, значит, в организме что-то не хватает, хочется. Вот я беру молоко 1%, по 1,5% от марки «Каждый день», 200 мл. Мне очень нравится, на 4 дня хватает. Ладно, в общем-то, это были все пустышки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. Мой инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. До скорой встречи. Пока-пока.